Привет, дорогие друзья! Привет всем! Я Лиля. Я Таша. И сегодня по вашим просьбам, вернее, по просьбе нашей подписчицы, мы будем готовить рецепт необычного пирога. Вроде бы шарлотка, но необычный он тем, что там нет ни яиц, ни масла. Поэтому она сомневается, стоит ли его готовить. Вот мы и проверим. В общем, сегодня готовим ленивый яблочный пирог, а вы тем временем не забывайте подписываться на нас, пока мы будем готовить. Да, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить и следующие наши видео. Ну так вот, для рецепта нам понадобится 4 яблока небольших, Среднего размера. манки 125 грамм, также муки 125 грамм, 90 грамм сахара и молока 150 миллилитров. Также разрыхлитель 5 грамм. Все. Ну и начинаем. Ну вот теперь приступаем. Первый слой делаем из наших сухих смесей. Что у нас там? Мука, манка. Сахар разрыхлитель. Все смешано. Да. Надо, чтобы все это прикрылось. Вот сюда еще добавим. И теперь накладываем яблоки. Яблоки мы почистили и нашинковали. Скорее не нашинковали, а натерли на терке. И будем эти слои просто чередовать. Так, осталось сделать проколы, да, и залить молоком потом. Осталось залить молоком и отправить в духовку. Постараться равномерненько. Да, чтобы везде попало. А теперь отправляем в духовку минут на 30-40. Будем посматривать. На 180 градусов. На 180 градусов, совершенно верно. Закрываем. Ну, вот и пришел момент, когда будем пробовать. Интересный и приятный. Да, ну посмотрим, приятно или нет. Без единого яйца, без капельки масла. Мука, манка. В общем, с яблоками должно быть вкусно. Пробуем. Вот такая корочка получилась. Угу. Она такая... Ну, в принципе, вполне неплохо. Корочка такая крепенькая. Зубки надо иметь крепенькие тоже. Ну, как бы еще пока имеем. Ну, есть можно. Неплохо. Ну, похоже на шарлотку. Угу. Сахара достаточно. Да. Да, сахара даже можно и поменьше мне. Потому что яблоки были сладкие, а сахар можно было тут поменьше Ну, класть. в принципе, достаточно неплохо, достаточно вкусно. В принципе, съедобно, но бывает и вкуснее. Ну, есть проблемка, да, еще нет. Да, вот здесь как-то осторожно, не сломаем. То, что, видимо, молоко не до конца долилось, поэтому манка оказалась просто сухой. Ну вот это стряхиваем, стряхнули и дальше едим. Ну, в целом, да, съедобно, продукты-то съедобные, но то, что вот мы попробовали вот так вот слоями, да, мы так раньше не делали, тем более с манкой. Манку как-то надо было бы сначала, чтобы разбухло, положить на какое-то время в молоко. Ну, в общем, Потом вот... слои делать, да? Ага, да, точно. В общем, рецепт вот такой. Хотите делайте, хотите нет. Но я второй раз не буду такое делать. Я второй раз тоже нет, но этот я ем с удовольствием. Ну да, съесть-то мы съедим. Да, слопаем. Самое главное, съедобно. Но мне чайку не хватает. Чай завариваем. Вперед! Ну, в целом, конечно, съедобным. Если у вас, например, вот что-то захотелось, что-то такое сделать, и нет яиц дома, не в магазин же бежать, да,
нет масла, берете манку, но лучше ее замочить все-таки в молоке или в кефире, и уже тогда не посыпать получится, а наливать слой за слоем. Наверное, получится вкуснее, мне так кажется. Ну, в целом, рецепт имеет место быть, можно попробовать. Да, приготовить. Для разнообразия. разнообразия попробуйте, вдруг понравится. Вкусы у всех разные. Ну и не забывайте подписываться, ставьте. Да, ставьте нам лайки, пишите нам. И прощаемся на сегодня. Пока-пока! Пока-пока!